Дорогие наши друзья, здравствуйте! Сегодня четверг, день выпуска нашего канала, день нашего общения с вами, день наших виртуальных экскурсий по Израилю. И в это воскресенье мы снимали сюжет от Новых Ворот к храму Гроба Господня. Был теплый, тихий, мирный весенний день. Мы с удовольствием ходили по христианскому кварталу старого города, заглядывали в уютные монастырские дворики и даже не ожидали, что уже завтра ждет Израиль. Наша видеоэкскурсия, как всегда, наполнена миром, добром, красотой и любовью к Иерусалиму и Святой Земле Израиля. Но сегодня ее, к сожалению, не будет. Просто невозможно было продолжать готовить этот материал на фоне жутких событий, которые, к сожалению, разрывают Израиль. Было бы наивно предполагать, что эскалация насилия вновь началась из-за парада молодых поселенцев с флагами Израиля на День Иерусалима. Или из-за того, что израильские солдаты зашли на Храмовую гору, на что у них есть полное право, в ответ на забрасывание заранее заготовленными камнями патрулей. И там, как и каждый год в дни Рамадана, были серьезные столкновения. Но это происходит каждый год в Рамадан. И всем израильтянам это прекрасно известно. И все об этом знают. Или из-за того, что не разрешили палестинские выборы в Восточном Иерусалиме, хоть одну арабскую мечеть осквернили евреи на территории Израиля? Да нет. А сейчас в городах Лот и Рамле арабские молодчики подожгли синагоги. А как вам такое? Вы спокойно едете в общественном транспорте, никого не трогая. Но вы рискуете получить сильный удар по голове и лицу от проходящего мимо араба. Видео в таких случаях немало мы увидели в соцсетях в этом месяце. А получить удар ножом в спину просто так, от проходящего мимо подростка. Можно очень много перечислять разных примеров. И у всех при этом своя правда. А может, конфликт из-за того, что по решению суда арабов выселяют из домов, которые им не принадлежат, но они просто в свое время заняли пустующие еврейские дома. И об этом, похоже, забыли. К слову сказать, было такое, когда на иск палестинцев по решению того же израильского суда выселяли из своих домов евреев-поселенцев, построивших дома не на своей территории. Их силами израильской армии попросту выносили из домов, выполняя решение суда. Конечно же, все еще помнят, как изгнали жителей блока развитых сельскохозяйственных еврейских поселений Гуш-Катив недалеко от Газы в 2005 году в ходе плана одностороннего размежевания, вывода израильских войск из Газы и передачи этих территорий палестинской автономии. Для людей это была настоящая трагедия. Евреи не начали братоубийственную войну, а стойко переносили всю боль изгнания и все испытания, выпавших на их долю. А палестинец, которого взяли на работу поселенцы, вырезал всю еврейскую семью, в том числе трехмесячного младенца. И это не единичный случай. Все уже давно поняли, что принцип «мир в обмен на землю» совсем не работает. Палестинским лидерам не нужен мир и не нужно государство Палестина. Ведь прошло более 15 лет с тех пор, как были выведены израильские войска с палестинских территорий и созданы предпосылки для создания государства. Разве что-то изменилось в лучшую сторону для палестинского народа? Да и начиная еще с Ясера Арафата, получившего миллиарды долларов для палестинцев, палестинские лидеры были лишь хорошими борцами с Израилем. И никто из них не был хорошим хозяйственником, чтобы строить свое государство. Не могли и не хотели. Мир не нужен палестинским лидерам. Мир не нужен террористической организации Хамас, получающей огромные средства именно на войну, а не на мир. Легче найти внешнего врага, с пеленок убеждать своих детей в том, что во всех проблемах виноват Израиль, что каждый из них должен убить еврея и вести священную войну, а в конечном итоге сбросить Израиль в море. Это легче, чем вкладывать средства в образование, культуру, медицину. К слову, все сложные медицинские случаи в Газе решают израильские медики в израильских больницах. Также создавать рабочие места, социальные институты, все, что необходимо для существования
нормального государства. Зачем им все это? Мир нужно создавать, строить. В мир нужно вкладывать. А вот с войной гораздо легче. Тем более, что на войну идут большие деньги. Я все время думаю, как могли бы жить простые палестинцы, если бы все международные вливания в сектор Газа на протяжении десятилетий шли целенаправленно. Я не говорю про целенаправленные деньги Ирана и других экстремистски настроенных государств для борьбы с Израилем. И то их отрабатывает сейчас в Газе ударами по Израилю, чтобы обратить на себя внимание нового американского правительства. При Трампе ведь было тихо, а сейчас ракеты Хамаса бьют по мирным городам, принося жертвы и разрушения. И проплаченные арабские хулиганы ездят по Израилю и громят города. А запоздалое вмешательство полиции, ожидающее разрешения от правительства на ведение действий по обеспечению порядка в некоторых городах со смешанным населением, еврейско-арабским, и привело к анархии и бесчинствам на улицах. Но страшно то, что теперь в ответ стала и вышла на улицы и израильская молодежь. И они тоже громят в ответ арабов, возможно, не имеющих к конфликту никакого отношения. Мы с ужасом смотрели кадры, как еврейская молодежь разносит арабский кафетерий в Бат-Яме. Какой же ужас! Негодование вызывает кадры погрома в Лоде, устроенного ранее арабами. А Хамас, похоже, потирает радостно руки от такого конфликта в Израиле. Разве можно сравнить пляски молодых ребят-евреев с израильскими флагами в день Иерусалима и нынешние арабские бесчинства в городах Лод и Ака? Там полыхали десятки машин, подожженных арабами. Горели рестораны, отели, магазины, синагога. Малочисленная полиция не справлялась с ситуацией и, повторю, ждала юридического обоснования своим действиям. Евреи были вынуждены самостоятельно защищать свои дома и семьи. А сейчас ситуация уже такая, что разъяренная, неконтролируемая еврейская молодежь вышла на улицы городов. А ведь это еще и протест перед предательскими и беззубыми действиями политиков. Где маленький, но сильный Израиль, способный дать отпор любому натиску? А более 1500 ракет, выпущенных на этой неделе по Израилю, есть разрушения и жертвы, в том числе среди детей. И что руководство Хамаса не предполагало, что Израиль способен на жесткий ответ, имея порядка 400 боевых самолетов. И что этот ответ будет десятки раз мощнее. И будет уйма жертв, а террористам плевать на свой народ. Ни для кого не секрет, что все военные мощности Хамаса в Газе прикрыты детскими садами, школами, жилыми домами. Будут жертвы? Отлично. Чем больше, тем лучше. Весь мир опять осудит Израиль. Наши народы могли бы жить в мире. Мы это точно знаем на личном примере. Но мир, получается, многим просто невыгоден. Только 2 арабских политика осудили и призвали разбушевавшуюся молодежь остановиться и высказывать свои претензии в рамках закона. Остальные предпочитают отмолчаться. Обычные двойные политические стандарты. Можно пользоваться всеми благами цивилизованного еврейского государства, но преспокойно тут же призывать свою воспитанную в ненависти к евреям молодежь к насилию через смартфоны и популярные соцсети. Много вопросов к израильским политикам, которые вместо того, чтобы заниматься вопросами сложных моментов укрепления стабильности государства после периода пандемии, заняты дележом министерских портфелей и устроили за рекордно малый отрезок времени уже 4-е досрочные, ни к чему не приведшие перевыборы в израильский парламент Кнессет. Все коалиции и правительство национального единства рушатся из-за политических амбиций, попросту предательства, отсутствия компетентности и дальновидности. Политическая система, когда-то созданная в Израиле первым премьер-министром Давидом Бен-Гурионом, оказалась недееспособной к 2021 году. Ведь именно потому, что в стране давно нет четкой правящей руки, уже давно они не способны на принятие серьезных решений. Ситуация вот так жестоко вырвалась на свободу. И теперь не только арабы беснуются или линчуют на улицах евреев, но и евреи
подстрекаемые экстремистской организацией, линчуют арабов. Новое время с развитием технологий ставит новые вызовы. Через соцсети, как показали эти события, легко влиять на молодежь и использовать ее в политических и экстремистских целях. И наш и без того хрупкий мир становится еще более хрупким. Государство Израиль на протяжении своей истории проходило суровые испытания, преодолевая многочисленные конфликты, войны и политические кризисы. Преодолеет и эту эскалацию насилия и вернется в обычную мирную жизнь. Просите мира Иерусалиму. Слова этой молитвы не потеряли свою силу на протяжении тысячелетий. Дорогие друзья, мы выражаем соболезнования всем родным и близким, у кого есть пострадавшие в этом трагическом противостоянии. Мы также соболезнуем всем родным и близким жертвам трагедии в Казани, в России. Мы уже больше 20 лет живем в Израиле, любим эту страну и вдохновляемся словами молитвы 61 главы пророка Исаии. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Будьте здоровы и благополучны. Всем огромный привет и до новых встреч.